В этом видео разберем Байкана, одного из самых сложных персонажей на старте Neverness to Everness. Это ДПС персонаж атрибута Char, который сочетает урон от дот эффектов через цикл Эспера со взрывным уроном через свою механику слова силы и ультимейты. На первый взгляд его набор умений может показаться перегруженным. У Байкана сразу несколько типов меток, разные способы их активации и довольно необычные комбо. Но как только начинаешь понимать логику его механик, геймплей становится намного проще и ощущается очень плавно. Основу его игры составляют так называемые слова силы, специальные эффекты, которые накладываются разными действиями и потом взрываются через ульту. Именно вокруг правильного выбора этих меток и строится весь его урон. При этом Байкан персонаж с довольно высоким потолком мастерства. Чем лучше ты понимаешь его ротацию, тайминг и комбинации, тем сильнее он начинает раскрываться. Дальше подробно разберем, как работают его механики, как правильно собирать комбо и что нужно делать, чтобы действительно показывать высокий урон. Дуги, консоли и все тому вот это подобное, все что нужно для того, чтобы одеть персонажа. Теперь разберем оружие дуги для Байкана. Лучший вариант для него сообщество Камелии. Это его сигнатурная дуга, и она дает практически все, что ему нужно. Высокий базовый показатель атаки, крит шанс, крит урон и дополнительный урон даже вне поля боя. Главное преимущество этой дуги – очень стабильные бафы, которые Байкан отлично реализует за счет частой активации своих механик и постоянного нанесения урона. Но есть и важный нюанс. Дуга расходует хп, поэтому в большинстве случаев желательно иметь в команде хиллера, чтобы поддерживать стабильную ротацию и не терять комфорт в бою. Если сигнатур руки нет, хорошей альтернативой будет время придет. Особенно на высоких уровнях пробуждения. Она дает много атаки и крит шанса, если в команде используются 3 разных типа эспера. И из-за этого дуга лучше раскрывается в более гибридных командах. В целом, если у тебя есть сообщество Камелии, это лучший выбор практически для любого сценария. Но время придет, все еще остается сильным вариантом с более доступной альтернативой. Теперь переходим к картриджам и модулям и статам Байкана. Лучший картридж для него — Багрянец 2 бабочки. Этот сет считается самым стабильным вариантом для Байкана, потому что его ультимейт постоянно поддерживает дот эффект, а сам персонаж чаще всего играется вместе с другими персонажами Char в отряде. За счет этого бонусы сета имеют практически постоянный аптайм. Кроме бонуса к урону, сет также дает хороший прирост атаки, что усиливает весь урон Байкана в целом. Если хорошего багрянца 2 бабочки нету, можно использовать кредо теней. Это более простой вариант, который рассчитывается через сильные критовые сабстаты. По урону он уступает, но все еще остается рабочей альтернативой для Байкана. Теперь по модулям. Особенность Байкана в том, что его консоль дает 8% крит шанса за каждый установленный модуль типа 3. Из-за этого он очень хорошо масштабируется от крит шанса и может довольно легко добирать нужный баланс критов через модули. Что касается основных статов, тут есть 2 варианта сбора. Самый стабильный и комфортный через крит урон. Такой вариант позволяет держать хороший баланс между крит шансом и крит уроном без потери стабильного урона. Если же хочешь максимизировать урон, можно уходить в бонус к урону Char. Потенциально это сильнее, но такая сборка уже требует очень хороших сабстатов на крит шанс и крит урон. А потому, возможно, придется запариться со статами, но в конечном итоге у вас получится Байкан с хорошим уроном. И вот так вот должна выглядеть полностью собранная консоль в идеале. В итоге приоритет статов получается таким. В идеале главным статом должен быть бонус к чарам. Самое удобное это выбор или крит шанса, или крит урона. Но тут уже все будет зависеть от сабстатов в модулях. Сабстаты: крит шанс, крит урон и атака в первую очередь. И уже если получится, то бонус к урону
атака беспроцентная и интенсивность пробития. В первую очередь, естественно, собираете крит шанс, крит урон и атаку, это прям самый главный момент. А потом уже другие побочные статы. И в конечном итоге у вас должно получиться 2000 атаки. Ну, если больше, то, конечно, хорошо. 75% крит шанса, или, по крайней мере, около 75%. 100% крит урона без учета бафов дуги. 25% интенсивности разрушения, если получится. И, опять же, тут в зависимости от статов, какие вы выбрали. Но 47% бонуса урона чар тоже будет хорошо. Но, как я и сказал, в зависимости от того, какого вы главный стат выбрали. И 10% общего урона тоже будет неплохо. Главное для Байкана не просто собрать максимум критов, а сохранить общий баланс статов. Потому что его урон сильно зависит от частоты проков сил слов и стабильности всей ротации. Собственно, как и у всех ДД, тут как бы ничего нового. Теперь разберем лучшие дюпы для Байкана и порядок их прокачки. Первый и самый важный белый аспект. Он дает огромный бонус крит шанса во время ульты, вплоть до 30%. Для Байкана это очень сильный апгрейд, потому что большая часть его урона приходит именно внутри окна ульты. Этот дюп заметно упрощает сборку статов и делает урон намного сильнее. Причем фактически можно просто забыть про крит шанс и упереться в крит урон. Второй по приоритету Эй, Капитан. Он усиливает тишину и одновременно уменьшает откат навыка при активации упрека. Это уже не просто прямой прирост урона, а еще и серьезное улучшение комфорта геймплея и общей ротации. Третий. В честь лунного света. Увеличивает длительность ульты с 12 до 16 секунд. За счет этого у Байкана становится меньше простоев между бурст окнами. А сам персонаж дольше остается в своей сильной фазе. Четвертый вариант, точнее следующий, или возможно благословение. Особенно хорошо раскрывается вместе с сигнатурной дугой. Этот дюп помогает компенсировать потерю хп и добавляет дополнительное лечение во время ульты, делая игру заметно безопаснее. Пятый вариант. Осуществление проклятия. Увеличивает лимит генерации сил слов. Сам по себе дюп не выглядит очень сильным, но хорошо работает в комбинации с более поздними пробуждениями и помогает стабилизировать ротацию. И последний вариант это зов души. Дает дополнительную атаку при генерации слова силы. Приятный бонус, но при остальных дюпах это самый низкий приоритет. В целом приоритет у Байкана строится вокруг трех вещей: стабильности критов, уменьшение простоев ульты и улучшение генерации сила слова. Теперь разберем команды для Байкана и с кем он раскрывается лучше всего. Основная команда для него строится вокруг ожога и диссонанса. В такой пачке Байкан выступает основным ДД. Он наносит и постоянный урон через дот эффекты, и сильный урон через ульту, и силы слова. Лучший саб-ДД для него это Дафодил. Она помогает быстрее ломать врагов и стабильно активирует ожог реакцию, что очень важно для общего урона Байкана. По баферам есть два основных варианта. Сакири лучший выбор, если ты хочешь максимально усилить самого Байкана. Она дает универсальный баф, усиление атаки и в целом лучше подходит под гиперкэри стиль. Ханиэль более гибкий вариант. Она открывает доступ к диссонансу циклу Эспера и позволяет команде играть через дополнительные реакции. Что касается саппортов, здесь все зависит от того, что именно тебе нужно в команде. Адлер самый универсальный вариант, дает щиты, повышает выживаемость и дополнительно усиливает урон чар. Цзююань хорошо подходит для АОЕ контента благодаря контролю и стягиванию врагов. Плюс она помогает Байкану стабильно реализовать свои комбо по группам противников.
Фадия еще один интересный вариант. Она может дополнительно активировать диссонанс реакцию и одновременно брать часть урона на себя, делая игру безопаснее. Отдельно стоит сказать про синергию Байкана с реакцией колдовства. Некоторые персонажи позволяют активировать колдовство, что увеличивает не дот урон Байкана примерно на 20%. Это особенно полезно, потому что значительная часть его бурста идет именно через силословы и ульты. И, собственно, если вам нужны персонажи для активации реакции колдовства, можно использовать Минт, она в игре у всех должна быть. Дзююань у вас, если нету, вот опять же, Минт можно использовать. И если вы вдруг крутили баннер с Нанали, можно в таком случае вот использовать Нанали для активации вот этой вот реакции. Ну, то есть цикла Эспера. Тут реакции циклами Эспера называются. И, собственно, вроде бы по командам все. Вот такая вот будет идеальная команда для Байкана. Здесь последний слот Дафодил, у меня просто у Дафодил нету, мне не выпало. Собственно, сам Байкан, Сакири, она бафает силу атаки всей команды и контролит врагов, плюс она уменьшает защиту врагов. Дзююань здесь для активации вот этого чар, реакции чар и для того, чтобы стягивать врагов. Ну и Дафодил будет в роли САП ДД. Если у вас нету Сакири, например, сюда можно поставить Ханиэль. Она тоже бафает команду. Ну, то есть она бафает тот, кто на данный момент на поле боя находится, но по сути смысл один и тот же. Дзююань тоже можно заменить, если у вас вдруг ее нету. Можно выбрать Адлера или Фадию, как я до этого сказал. Тут все зависит от того, кто вам нужен или кто у вас есть. Ну, а вот Дафодил на данном моменте нельзя заменить, и без Дафодил фактически команда Байкана не полноценная. Потому что мы-то уже знаем, что у нас Лакримоза будет в следующем патче в 1.1. Она как минимум сможет закрыть слот для активации реакции ожог, по крайней мере. И, собственно, немножко по умениям Байкана, чтобы было понятно, как им играть. У Байкан вообще накладывает несколько сил слова, 2. Одно сила слова наносит много урона по одной цели, а другое используется для нанесения урона массового. Для активации силослова, которая наносит много урона по одной цели, нам нужно нажать уворот и после этого нажать скилл. То есть на Е или вот кнопка, центральная кнопка на телефонах, которая находится перед ультой. Значит, вот уворачиваемся и нажимаем скилл. После этого умение у нас будет перезаряжаться. И можно будет использовать новое сила слова. Сила слова, которая наносит массовый урон, используется после второй комбо-атаки. Раз, два, зажимаем холду и нажимаем скилл. И вот так вот делаем урон массовый. То есть сразу всем врагам. В идеале, чтобы все были собраны в кучу и после этого нанести им урон. Когда мы начинаем играть Байканом, всегда нужно начинать бой с... Желательно не двигаться ни в какую сторону и не нажимать базовую атаку. Нажимаем скилл. После этого выбираем, что вам нужно. Урон по одной цели или урон по врагам, по всем. То есть в зависимости от этого нажимаем уворот и скилл еще раз, чтобы нанести урон по одной цели. Или используем комбо-атаку холду. То есть задерживаем комбо-атаку и нажимаем скилл. Раз, два, зажимаем и скилл. И получается массовый урон. И после этого уже нажимаем ульту и продолжаем просто атаковать базовыми атаками, нанося урон по цели. Еще один полезный момент, играя за Байкана. Когда у босса или у врагов обычных остается мало жизни, и у Байкана активирована ульта, он их может добить сразу. Это особенно полезно, когда на больших уровнях у врагов или у боссов много жизни, особенно, например, в том же поезде.
по-быстрому добивать цели. И вот сейчас под конец я уже вот покажу геймплей Байкана. Я покажу, скажем так, альтернативную команду, так как у меня дофадил нету. И когда, ну то есть я не знаю, выпадет она мне еще когда-нибудь или не выпадет, но я покажу вот эту команду, где можно использовать нанали без дофадил. Ну и потом я постараюсь просто объяснить, как другими играть членами команды, если у вас нету этих именно. Сейчас мы вот зайдем на эту арахну, и я покажу. Начнем с Джуюань или с Нанали. Но лучше с Джуюань, чтобы после переключения Джуюань на Сакири, Сакири бафнула урон Нанали, так как Нанали у нас она с ДД все-таки. И здесь, вот как я уже сказал, собираем, вот начинаем с Джуюань, собираем ее цикл Эспера, переключаемся на Сакири, собираем ее цикл Эспера. Тут самое главное активировать ульту, так как ее ульта бафает команду. Бафает и урон. И отсюда переключаемся на Нанали. Здесь Нанали уже будет под бафом Сакири, она тоже будет наносить урон. Активируем ее умение, собираем цикл Эспера, тоже снова же. И после этого мы переключимся на Байкана. Если эта дурында нам мешать не будет, то мы переключимся. Переключаемся на Байкана. Используем скилл один раз. И здесь в зависимости от того, что нам нужно. Так как это босс, нам нужен большой урон по боссу. Значит, мы уворачиваемся и нажимаем скилл. После этого активируем ульту. И продолжаем атаковать обычными атаками. И обратно возвращаемся на Джуюань. Снова собираем цикл Эспера уже ей. Снова, собственно. Тут самое идеальное под конец боя вернуться на Байкана снова. По той причине, что Байкан добивает своей ультой боссов. Ну, боссов и вообще врагов всех. Поэтому тут будет идеально снова вернуться на него. Сакири. Ульта Сакири. Если вдруг, вот в данном случае, например, видите, у босса хп осталось мало, или, например, в том же поезде времени у вас тоже мало, или еще что-то, и видите, что есть смысл быстро добить, переключаемся на Байкана. И используем вот ульту сразу же, если она, желательно, конечно, чтобы она была готова. И как видите, сейчас вот мы босса добьем. У босса останется мало хп. О, видите? И все. И мы его добиваем. Таким образом, по-быстрому. Чтобы сильно видео не растягивать и был вообще как бы понятен процесс, как играть Байканом, смысл вообще его ротации заключается в том, чтобы сначала активировать щитовиков или тех, кто могут уменьшать, поглощать урон. Это, то есть, это, например, Адлер, который щит делает, или же Фадия, например, которая тоже поглощает урон на себя, как бы. После этого мы переключаемся на баферов. В данном случае это вот может быть Ханиэль или Сакири. Мы используем их умения и их ульты, которые будут бафать команду. После этого мы переключаемся на саб-ДД. Причем переключение от щитовика до бафера не обязательно, чтобы происходило через цикл Эспера. После бафера мы переключаемся на саб-ДД. В моем случае это вот, например, Нанали, или же это Джуюань. В идеале это должна быть Дафадил. Ну или в будущем Лакримоса. Потому что Дафадил и Лакримоса при переключении на Байкан активируют реакцию ожог. А Байкан имеет пассивку, которая
которая усиливает эту реакцию. То есть он больше от этой реакции именно играет. Цикла Эспера, точнее, если правильно сказать. То есть вот еще раз, щитовики или персонажи, которые уменьшают урон по команде. Ну или хиллеры там. Тот же Эдгард, например, Фадия или Адлер. После этого мы переключаемся на баферов. Причем не обязательно, чтобы цикл Эспера был заполнен. Активируем их скиллы, ульту, которая у них есть. И после этого переключаемся на саб-ДД. Опять же, не обязательно, чтобы был цикл Эспера заполнен для этого. В идеале это, вот, как я уже говорил, это должен быть дофадил. Дофадил мы атакуем или саб-ДД мы атакуем, пока не собираем цикл Эспера. То есть наносим урон. И после этого переключаемся на Байкана уже. В данном случае, вот когда мы переключаемся, нажимаем скилл один раз и выбираем, что нам нужно. Урон по одной цели или по нескольким врагам. Если по одной цели, то мы делаем уворот и снова используем скилл. И наносим урон большой по одной цели. И после этого мы активируем ульту и наносим урон уже обычными атаками, пока ульта не закончится. Желательно, если есть такая возможность, постараться ульту второй раз, например, по ротации активировать, и когда уже у босса будет мало жизни, чтобы его добить, ну или у врагов. Это будет просто как бы идеальный вариант.